Крымское ханство – страшный соперник Московского царства. Современный Крым, благодаря выгодному положению, притягивал к себе разные народы. В нем жили греки, скифы, сарматы, германцы-готы, затем тюрки и, наконец, народы объединились в Крымский улус Золотой Орды, который позже стал самостоятельным. Улук-Урду-Дешт и Кыпчак – такое самоназвание взяло себе Крымское ханство, которое многократно разоряло Русь и уводило оттуда в рабство столько людей, что итальянские купцы поражались, спрашивая, а остался ли на Руси вообще хоть кто-то. Название было выбрано в честь половцев-кыпчаков, основного населения Крыма на момент прихода монголов, которые за одно поколение растворились в местных народах, а сами половцы сбежали в Венгрию и Болгарию, где также ассимилировались. Однако половецкий язык был всеобщим в Крыму, так как десятки народов полуострова говорили на разных языках, и этот тюркский язык стал массовым еще после первого включения Крыма в состав тюркского каганата. Побережье Крыма было занято итальянцами из Генуи и Венеции, которые активно торговали вином, пряностями, восточными товарами, а также рабами, поставляемыми из Руси, Литвы, Польши и племен Приуралья. В горах находилось княжество Феодора, или же Готия, где жили остатки остроготов, оказавшихся тут еще во времена Аттилы. Они сохраняли германские черты, но со временем все активнее смешивались с местным населением и принимали ислам. Центром работорговли Крым стал еще в античные времена. Греческие колонисты активно сбывали рабов на свою родину и далее в Рим, затем промышленные масштабы работорговли приобрела при Сарматском царстве Фарзоя, который устраивал облавы на рабов даже на широте современной Москвы. Нашествие готов с севера и отступление сарматов на восток прервало печальную традицию, но уже во времена Византии работорговля расцвела вновь. В Крыму продавали как рабов иноплеменников, так и собственных пленных или должников, как делали русские князья после походов. На рынке прибывали толпы рабов из Руси и Литвы, многие были перекуплены на родине более активными купцами, а затем их продавали на юг, в Византию, империю османов или в Египет, а также в Венецию или Геную. Положение невольников в пути, пока их вели в Крым, было крайне тяжелым. Захваченных в неволю расставляли в ряды по нескольку человек, связывали им назад руки сыромятными ремнями, сквозь ремни продевали деревянные шесты, а на шеи набрасывали веревки. Потом, держа за концы веревок, окружали всех связанных цепью верховых и, подхлестывая нагайками, безостановочно гнали по степи. Опасаясь погони, слабым и немощным, как правило, перерезали горло, прежде чем позволяли им задерживать шествие. Питание для пленников состояло из сырой или дохлой конины. Достигнув относительно безопасных от казаков земель, в низовьях Днепра татары пускали своих лошадей в степь на вольный выпас, а сами приступали к дележу, предварительно помечая каждого невольника раскаленным железом. Получив в неотъемлемую собственность невольника или невольницу, каждый татарин мог обращаться с ними, как с собственной вещью. Девушек и женщин могли насиловать на глазах близких. По словам Сигизмунда Герберштейна, старики и немощные, за которых невозможно выручить больших денег, отдаются татарами молодежи, как зайцы щенкам, для первых военных опытов. Их либо побивают камнями, либо сбрасывают в море, либо убивают каким-либо иным способом. Что интересно, в самом Крыму рабов покупали мало. В Орде при хане Узбеки ограничили период рабства 6 годами, после чего раб получал вольную, поэтому за 1-2 поколения рабы становились обычными жителями ханства. До распада Золотой Орды набеги в поисках рабов были редкими. Без того хватало колоссального потока желающих сбыть или прикупить живой товар. Но с распадом империи монголов знать Крыма потеряла источники дохода от торговли, замкнувшись на полуострове, где ничего кроме рабов не давало большой доход. В итоге, решившись на набег, очень быстро крымские работорговцы почуяли вкус больших и легких денег. С другой стороны, Крым и сам не хотел быть частью Орды, часто подвергался набегам из-за отказа платить дань и вообще подчиняться хану. Возможно, из-за того,
что большинство крымской знати было половцами по крови и оттого не любивших татар и монголов, устроивших гонения на их народ. И в 1427 году хан Хаджи Гирей объявил о независимости Крыма от Орды, став родоначальником новой династии на троне. Татары перерезали горло всем старикам свыше 60 лет, по возрасту неспособным к работе. 40-летние сохранены для галер, молодые мальчики для их наслаждений, девушки и женщины для продолжения их рода и продажи затем. Раздел пленных между ними был произведен поровну, и они бросали жребий при различиях возраста, чтобы никто не имел права жаловаться, что ему достались существа старые вместо молодых. К их чести я могу сказать, что они не были скупы в своей добыче, и их крайняя вежливость предлагала ее в пользование всем, кто к ним заходил. Герцог Антаун де Грамон. На Крым, кроме Орды, часто нападала и Литва. Князья Альгерд и Витовт вторгались в ханство и сильно разоряли его. Однако во время смуты в Литве дали приют татарам и караимам, которые до сих пор живут там. Свобода длилась недолго, уже через 30 лет Османская империя начала выдавливать с полуострова итальянцев, а затем полностью захватила их города побережья и разгромила княжество Феодора. В XVI веке Крымское ханство присягнуло Османской порте, избежав кровопролития и каким-то чудом сохранив уникальные права на самостоятельность в политике. С тех пор Крымский санджак считался самым слабым экономически и военно, холодным и неуютным во всей империи, а того внимания почти не получал и жил своей жизнью. Османы нередко вмешивались в вопросы наследования престолов, но это не шло ни в какое сравнение с вассальной зависимостью у прочих. Попытки Сулеймана Великолепного закрепиться в Крыму и включить его в свою внешнюю политику привели к откровенному саботажу местных, отчего военные эксперименты султана там потерпели крах. Люди пытались найти своих родственников самостоятельно и платили Крыму дань, чтобы избежать нападок работорговцев. Так Польша платила Крымскому ханству дань в 200 тысяч флоринов ежегодно. Осенью 1545 года в Крым приехала целая партия в 55 человек из пограничных городов на Оке. Все они искали своих близких, уведенных татарами во время набега на эти земли в декабре 1544 года. Несмотря на протесты московского посла в Крыму, хан Сахиб Гирей приказал схватить русских и обратить их в рабство. Около 2 лет они провели в неволе. Наконец эта история дошла до самого Ивана Грозного. Молодой царь действовал решительно. Вернуть своих можно было лишь обменяв их на чужих. Иван приказал схватить всех находившихся тогда в Москве крымских купцов и сослать их в Заволжские леса, в Бежецкий верх. Имущество арестованных было взято на хранение царскими приставами. Одно время Крым и Москва находились в общем союзе против Орды и Литвы, выразилось это в стоянии на Угре, где ордынский хан так и не решился атаковать русских. Поскольку ждал прихода подмоги из Литвы, однако та увязла в отражении внезапного набега из Крыма, сделанного уже по просьбе Москвы. Благодаря альянсу с Крымом, русское государство в ходе войн отвоевало у Литвы около трети ее территорий, включая города Мценск, Брянск, Чернигов и Путивль. Собственно, после развала Союза набегам из Крыма стали подвергаться не только польские и литовские земли, но и русские. Крымская конница нападала раз в несколько лет, широким клином занимая приграничье и уводя тысячи пленных на продажу, иногда занимала крупные города, но чаще ограничивалась ловлей людей, чем грабежом. С 15 по 18 век шли набеги на русские земли, иногда ежегодно, почти каждое лето, либо осень. В набегах татары применяли весь арсенал боевых приемов для подавления приграничных гарнизонов или высланных навстречу им армий. Они предпочитали не вступать в прямой бой, а маневрировать, засыпая врага градом стрел, для чего применяли круговое движение с одновременным обстрелом. Стрельба шла на небольшой дистанции, в десятки метров, но тяжелыми и мощными стрелами, причем с такой точностью,
что, как пишут очевидцы, татары нередко перерубали стрелой тетивы луков у врагов. Такой строй требовал немалой координации, поэтому среди татар были командиры построений, которые голосом и флагами давали команды подразделениям. Со стороны все напоминало какой-то сложный танец, поэтому такой строй и бой на Руси часто именовали татарской пляской. Но если командиры гибли, то все войско приходило в замешательство. Апофеозом тактики было заключить все войско врага в кольцо, и тогда все татары могли синхронно двигаться, расстреливая врага в упор, как поступили они однажды с вторгшимся войском генуэзцев. Даже огнестрельное оружие не изгнало хоровод лучников с поля боя, хотя и сильно осложнило им жизнь, ведь грохот пугал лошадей, команды не были слышны, а стрелы не наносили особого вреда мушкетерам. Точку хороводу поставили лишь калмыки, пришедшие в Европу, и отрядами легкой конницы с пиками, просто разбивавших татарские круговые построения. Пикой татары не владели, и тем более ничего не могли противопоставить панцирной кавалерии азиатов. Поводом для набега, помимо поиска рабов на продажу, мог быть и закон о подарках хану, которых в Литве и России назвали поминками. То есть ханы в Крыму воспринимали себя наследниками Орды и требовали ежегодные подношения в свой адрес от бывших вассалов. Английский посланник Джильс Флетчер сообщает, что способ татар вести войну заключается в том, что они разделяются на несколько отрядов и, стараясь привлечь русских к одному или двум местам на границе, сами нападают на какое-либо другое место, оставленное без защиты. Нападая небольшими подразделениями, татары сажали на лошадей чучело в виде людей, чтобы их казалось больше. Работорговля, называемая там ясырья, была единственным надежным источником дохода населения, занимая в экономике ханства почти 30%, и примерно 20 тысяч рабов ежегодно продавалось в Крыму по турецким источникам. По законам Крыма, непроданные рабы по истечении 6 лет отпускались на волю, либо сразу же, если принимали ислам. В итоге, нередко бывшие пленники возвращались домой из Крыма к немалому удивлению соплеменников. Были желающие и остаться там постоянно. Но это не касалось красивых женщин, которые ценились торговцами на вес золота. Продают их с аукциона десятками под руководством оценщика, который громко выкрикивает похвалы, что это рабы новые, еще не испорченные, не хитрые, из земли королевской, а не московской, ибо московское племя, как лживое и коварное, низко ценится на невольничьем рынке. Более сильных невольников делали кастратами, иным резали ноздри и уши, клеймили на лбу и на щеках, днем мучили на работе скованными, а ночью держали в темнице. Литовский посол Михалон Литвин в Крыму. Страсть турок к славянским женщинам была столь велика, что их скупали тысячами, пока не переполнились ими все владения османов в крупных городах. Все они, то есть восточные жители, с жадностью ищут себе в жены славянских пленниц. У нынешнего турецкого султана любимая его супруга, мать его первенца и наследника, похищена из нашей земли. Перекопский хан Саиб-Гирей родился от христианки и женат на христианке. Все министры этих тиранов, евнухи, секретари и прочие их чиновники, их особое войско, называемые янычары, все происходит от нашей крови. Тот же автор, казацкий атаман Иван Серко, удачно вторгся в Крым и освободил тысячи соплеменников. Собрав толпу, он спросил их, есть ли желающие остаться. К его изумлению, из 7 тысяч пленников, 3 тысячи не захотели возвращаться домой. Уже имеют в Крыму свои оседлые хозяйства, и через это лучше там желают жить, чем на Руси, ничего своего не имея. Сирка, отпустив тех людей в Крыму, еще не верил остальным, чтобы они окончательно ушли в Крым, а надеялся, что возвратятся на Русь. Он вышел на могилу, что там была, и смотрел на них, пока их стало не видно. А когда увидел, что они непременно идут к Крыму, сразу велел 1000 молодых казаков сесть на лошади и, догнав, всех их без малейшего милосердия выбить и вырубить полностью. Те казаки, получив между тем такое распоряжение, догнали тех упомянутых людей и поступили в соответствии с тем распоряжением,
так что ни одной живой души не оставили в живых. Через небольшое время и сам Сирка, сев на коня, вскочил туда, где выполняли его приказ. А приехав туда, произнес на мертвых трупах такие слова: «Простите нас, братья, а сами спите здесь до страшного Господнего суда, чем вы должны были размножаться в Крыму между бусурманами, на наши христианские молодецкие головы, а на свою вечную без крещения погибель». Иногда ханы угрожали и самой столице. Так Девлет-Гирей осадил Москву, разгромил ополчение и жег столицу. Вовремя сбежавший оттуда Иван Грозный тщетно призывал опричников к мечу. Те предпочли бегство, ожидая краха государя, однако хана удалось отогнать, а вот опричнину Грозный после такого позора расформировал. Следующий визит Девлет-Гирея с огромной армией и корпусами янычар в поддержке должен был окончательно добить Московию, однако хан был разгромлен в битве при Молодях. В 1591 году хан Крыма Газы-Герай впервые после Молодинского сражения вновь повел татарскую орду на Москву. Однако в битве под стенами Москвы крымское войско потерпело поражение и обратилось в бегство, понеся значительные потери. Этот набег был последним, в котором войска Крымского ханства сумели подойти к Москве. Войско ханства насчитывало не более 80 тысяч человек. Но в набеге шло почти все мужское население, кратно увеличивая эту цифру. Если набег проводился на землю союзника, крымский хан обвинял во всех вероломных беев и мурс, которые якобы самовольно устроили поход и чья численность точно была неизвестна никому. Историк Сергей Соловьев писал о крымском аукционе, когда Великое княжество Московское и Великое княжество Литовское попеременно натравливали друг на друга крымских татар, и ханы в Бахчисарае с удовольствием брали деньги и от тех, и от других, а потом опустошали земли обоих государств и уводили в неволю огромный полон. Всего в татарский полон было уведено порядка 2 миллионов человек за несколько веков набегов с юга. Худшей долей было быть проданным в отдаленные края или на галеры. При перевозке рабами так туго набивали трюмы, что они могли ехать только стоя, отчего массово гибли от болезней и истощения. На турецких же галерах редкий мужчина выдерживал более нескольких месяцев. Московское царство, долгое прям, взимало особый налог, полоняничные деньги, на которые выкупали у татар служивых людей, всех прочих спасать не было возможности или желания. С появлением засечных черт, укреплений на дорогах из степей в Московское царство с гарнизонами, рейтарами и казаками, частота и сила нападений стала снижаться. К XVII веку набеги из Крыма стали все чаще получать сильный отпор. В XVIII веке османы изо всех сил сдерживали крымские набеги, так как не собирались отвлекаться от европейской кампании на войну с Россией из-за Крымского ханства. Ханы отчаянно протестовали, поднимали мятежи, лишившись дохода, вступали в союзы с Польшей и Швецией в надеждах на легализацию набегов, но Стамбул был непреклонен. Бедность и изоляция подтачивали страну. Слабеющее ханство все больше уступало противникам. Сначала потеряло самостоятельность у турок, затем было чувствительно бито айратами, а в конце концов русская армия вторглась в Крым и истребила ханство под корень, взяв Бахчисарай. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.